Всем привет! Сегодня мы находимся в офисе, и нам надо сделать обычную перегородку. Глухую, без дверей. По плану перегородка имеет привязку. Это оконный откос, вот здесь. Затем проходит вдоль шва плитки, поднимается по гипсокартонной стене, проходит по бетонному потолку и заходит на гипсокартонный потолок и опускается вниз. Вот этот лист нам надо будет снять. Затем после сборки гипсокартонной перегородки потолок будет восстановлен с двух сторон. Выставляем лазерный осипостроитель и делаем разметку по всем 4 сторонам нашего помещения. Разметку мы делаем для профиля с учетом того, что обшивка будет в 2 слоя с каждой стороны. То есть в нашем случае мы взяли от откоса гипсокартонного внутрь 2,5 см ровно. Разметку не обязательно везде отбивать сплошными линиями. Когда у вас много вот таких углов, торчащих гофр, ригелей и прочего, то удобнее это сделать одинарными карандашными отметками. Отметки ставятся шагом примерно 40 см и обводятся в кружочки. Но на полу мы отбили одну сплошную синюю линию, потому что здесь это удобно. Теперь подготовим направляющие профиля для будущего периметра. Плитку сверлить нельзя, поэтому профиля, которые пойдут по низу, мы обезжирили, чтобы нанести на них силикон и приклеить к плитке. На других профилях у нас демпферная лента. Они пойдут по бетону. Наносим силикон на обезжиренный профиль и приклеиваем по линии разметки. Вдоль линии приклеивания плитку тоже надо почистить и обезжирить. Профиль слегка придавливаем к плитке, чтобы силикон начал расползаться, и оставляем на сутки примерно. Можно и каким-нибудь даже грузом придавить. Для остальных профилей периметра мы использовали другие способы фиксации. Вот здесь, кстати, нам пришлось не только снять потолок, но и вырезать часть вертикального бортика. В общем, по бетону мы засверлились пластиковыми дюбелями. Размер 6х40 с бортиком. Шаг дюбелей примерно 35-50 см по обстоятельствам. По гипсокартону закрутились 35-ми саморезами методом елочкой по обоим сторонам профиля. После того, как все направляющие профиля периметра надежно закреплены, мы расставляем вертикальные силовые стойки для основного каркаса. У нас шаг профилей 40 см, и по центру горизонтально мы отбиваем линию для одного ряда перемычек-усилителей. Эти перемычки заметно увеличивают общую жесткость всей конструкции. По горизонтальной линии крепим ряд перемычек, пока только с одной стороны. С этой же стороны закручиваем и первый слой гипсокартона. Заводской край снизу нужно удалить. Первый слой у нас горизонтальный, и по высоте будет еще примерно 2 листа. Горизонтальные перемычки также сделаны из стоечного профиля и закреплены саморезами по металлу только с одной стороны. С другой стороны пока крепить ничего не надо. Как видите, там все свободно. Как только мы с этой стороны зашьем один слой и второй, вот тогда можно с той стороны закрепить перемычки на саморезы. Это не что-то сильно принципиальное, просто 2 листа обшивки сами собой выравнивают каркас. По мере готовности горизонтального первого слоя можно сразу прикручивать и второй слой обшивки. Второй слой у нас расположен вертикально. Разбежка швов обязательно во всех направлениях. Горизонтальных перемычек под стыки листов у нас пока нет. Мы их потом с той стороны установим. Обычно перегородка вначале зашивается только с одной стороны, а вторая сторона остается свободной, для того чтобы смежники могли протащить внутри стенки свои коммуникации. Вот так последовательно и закручиваем одну сторону перегородки. Горизонтально,
и вертикально. После того, как мы закончили обшивку одной стороны перегородки, сразу же восстановили и периметр для потолка. То есть нормальные вертикальные перемычки на лепестках, а не как вот это вот, и горизонтальный профиль для потолка. В общем, будем считать, что одна сторона перегородки практически готова. Практически потому, что нам надо еще поставить перемычки под торцевые стыки листов и разрезать фаски на швах. По этой стороне нам больше нечего делать пока. Пойдем на другую сторону и закрепим перемычки на саморезы по металлу. После того, как мы с помощью перемычек зафиксируем каркас в ровном положении, придут электрики и протащат внутри перегородки свои провода. Кроме укрепления каркаса по центру, нам надо разметить места под торцевые перемычки, которые на стыках двух листов. Размеры берем от пола вверх. И еще немножко про центральный ряд перемычек. После того, как саморезы будут вкручены, проверяем по гипсокартону плоскость по диагонали рейкой в двух направлениях. Можно локально исправить положение каркаса, фиксируя перемычки на саморезах определенным образом, но об этом как-нибудь в другой раз. Итак, наши смежники завели внутрь перегородки все необходимые коммуникации. Как оказалось, это не только электрика в виде розеток и слаботочки для интернета. Это еще и слив для кондиционера. Вот эта черная жесткая трубка будет уводить конденсат куда-то в коридор, а затем в канализацию. Но мы ставим перемычки для готовых стыков, затем напихаем ваты и поставим горизонтальные перемычки для стыков с этой стороны. При установке перемычек с этой стороны, с незашитой, главное определиться с разбежкой листов, так чтобы швы не совпадали с другой стороной ни по горизонтали, ни по вертикали. На силовых профилях горизонтальные перемычки одним концом крепятся внутри профиля, а другим в закладной из направляйки УД 27 на 28 мм. Саморезы по металлу у нас используются без пресс-шайбы с маленькой полусферической шляпкой. Размер 3,5 на 9,5. Общая схема обшивки такая же, как и с другой стороны. То есть первый слой горизонтально, второй вертикально. И по мере возможности сразу накручиваем второй слой поверх первого. Вот так последовательно и зашиваем стенку. Для первого слоя используем 25-е саморезы, для второго 35-е. Ну и раз перемычки у нас под стыком уже есть, мы к ним сразу торцы саморезим и разрезаем фаски. Готово. То есть по гипсокартону перегородка у нас закончена. Ну и плюс к тому у нас там были доп. Работы, типа разобрать потолок и снять короб, который закрывал железную балку наверху. Но это уже к делу не относится. Кстати сказать, при такой схеме сборки, то есть с профилями через 40 см и перемычками под стыком листов, на лист площадью 3 метра уходит около 80 саморезов. По центру листа шаг саморезов примерно 20-25 см и по стыкам между собой 15-20 см. Белый вариант перегородки. Это та сторона, которая была собрана в первую очередь. Как видите, гипсокартон здесь видно, потому что бумажная лента на швах не плюсует поверхность. Продольные заводские края имеют специальное углубление для ленты. А вот торцевые стыки с разрезанной фаской можно заделывать и с лентой, и без. Это зависит от используемых материалов. Например, заделка стыков смесью унифлот допускает их запечатывание без ленты. Где-то вот она тут у нас мешок валяется. Вот так он выглядит. Это, конечно, плюс, когда бугор от ленты отсутствует, и его не надо разгонять шпателем в разные стороны. А у нас все. Вот так собирается обычная офисная перегородка без лишних заморочек.
На этом всем спасибо за внимание и до новых встреч!